Энтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, максимальный день в Амхату. Ну что у нас на крипторынку? Давайте мы посмотрим. Как всегда, каждый день у нас красные пузыри. Ну просто уже надоело. Максимальная была прикормка в 2021 году для крипторынка. Я считаю, что люди теряют капиталы, люди теряют бизнесы, они влаживаются полностью в крипторынок и на этом всем деле теряют. Знаю людей, которые максимально все продали, вложились в криптовалюту и теперь просто-напросто в колоссальнейшей просадке сидят. Просто в колоссальнейшей просадке. Нету тех иксов мифических, про которые говорили. Ну что, у нас вот март заканчивается. Сегодня у нас уже 31 марта. Сегодня завершается самый прекрасный, конечно же, месяц и самый скудный по поводу работы и бизнеса. Март всегда считался по статистике не очень, не ахти. Итак, эфириум минус 1,8%, биток минус 2%. Ну что, нету ничего интересного у нас на крипторынке. Давайте мы посмотрим. Капитализация 2 триллиона 650 миллиардов долларов. Ну, мы пришли к диапазону 2021 года. Просто-напросто диапазон 2021 года. Что у нас было по Total 3 на коронадампе? Давайте мы посмотрим Total 3. Или даже Total 1 можно глянуть на коронадампе. Ох же ж надоели. Ох. Эфириум относительно биткоина. Вчера у нас обновил новое днище. Вот, 16.00. Новое дно по эфиру относительно биткоину. Разворота тренда нету. Многие говорят, что покупать. Покупать альткоины или эфириум. Ну, я думаю, что если уже вы и хотите что-то покупать, то лучше всего взять, конечно же, эфириум вместо альткоинов. При развороте эфириума относительно битка и развороте тренда альткоинов, то вы потом сможете переливать свой эфириум в альткоины. Вот что. А пока нету тренда по эфириуму, то смысла нету покупать альткоины. Они будут укатываться и еще раз укатываться. Давайте мы посмотрим Total 3. Нет, Total 1, что у нас было при коронадампе. Итак, Total 1. Мы в принципе подходим к блоку поддержки. Вот у нас есть блок поддержки. И может быть такое, что здесь уже было донышко именно 11 марта. Пока у нас здесь локальная коррекция есть. Вот мы даже не пробивали донные значения 11 марта. Ну, здесь, в принципе, все у нас выглядит неплохо. А что у нас было на коронадампе? Также у меня подключен индикатор хэшрибан. Мы можем увидеть то, что у нас был сигнал. Буквально здесь был сигнал у нас в июле 2024 года. И сигнал был в октябре 2024 года. 2 раза был сигнал. И здесь мы видим 2 раза сигнал. Вот у нас 20 февраля сигнал и 24 марта. Может, здесь будет разворот. Кстати, а что там со звуком? Многие говорят, что плохой звук. Но я не знаю, новый микрофон. Что тут? Вроде бы все нормально настроено. Какие проблемы могут быть со звуком? Даже не знаю. Итак, что у нас было на коронадампе? Давайте мы посмотрим. Коронадамп, это был 2020 год, максимальная прикормка. Но здесь смотрите, у нас в принципе было дно 2018 года, дно медвежьего рынка 2018 года, и на коронадампе при правлении Трампа мы увидели дамп просто на дно 2018 года. Но, конечно же, это было не дно 2013 года. Здесь вообще 3 миллиарда долларов была капитализация всего крипторынка. Вот. До днища тут нам еще ого-го было падать. Смотрите, здесь еще падать было на 96%. А сейчас, в принципе, мы отрисовали дно. Вот, 2000
Ну, даже мы тут и на дно не падаем. Тут дно у нас, смотрите, 793 миллиарда долларов. Тут тоже до дна нам далековато еще. С учетом того, что альта сильно скорректировалась, нам до дна еще ого-го-го падать на 70%. Еще очень далеко. Я думаю, что все-таки будет еще одна волна роста. Но, правда, по волновикам, если посмотреть, одна волна, 2, 3, 4, 5 волн уже было. 5 волн было. Вот что. Да, выглядит, конечно, здесь не очень хорошо. По поводу биткоина. Давайте мы посмотрим. Опять же, индикатор хэш-рибан у нас есть сигнал за очень длительный период времени, вплоть с октября 2024 года. Это на дневке. Итак, глобально, в принципе, интересная зона 73 тысячи долларов. Мы с вами это все дело рассматривали, и на стриме это рассматривали. И это у нас здесь сильнейшая поддержка. По поводу биткоина здесь у нас сильнейшая поддержка. Что касательно локально, я думаю, что дно у нас уже было поставлено в диапазоне 76 тысяч долларов. Может быть такое, что мы ниже не шлепнемся. И падать нам ниже не нужно. Потому как если мы будем падать ниже, ну это будет поход на медвежку просто-напросто. У нас здесь будут намеки на медвежку. Сейчас здесь у нас все выглядит неплохо. У нас есть сигнал на покупку. 24 марта он был. После того, когда дается сигнал на данном индикаторе, зачастую биток еще корректируется примерно на процентов 5. Ну, здесь у нас уже добротная коррекция на 8%. Так что можно представить, что здесь уже после того, как сигнал дал, вернее индикатор дал сигнал, коррекция уже состоялась. Что у нас было буквально вот смотрим в октябре. Тоже сигнал был. Вот здесь вот у нас был сигнал. И произошла коррекция, смотрите, на 5,5%. Также у нас аналогичная ситуация была и летом. Тоже сигнал был от индикатора. И здесь была еще коррекция, но здесь больше, чем 5%. После того, когда происходит сигнал, у нас всегда происходят еще коррекции. Так что я думаю, что сильно волноваться не нужно. Нужно подождать какую-то недельку-две, посмотреть после того, когда у нас произошел сигнал. И может быть такое, что начало апреля будет движение. Что касательно месячного графика, давайте мы посмотрим месячный график. Вот. У нас на месячном нету сигнала. Но в основном нужно смотреть хэш-рибан на недельке. На недельке здесь есть сигнал. Что касательно месячного графика, здесь интересная картина вырисовывается. У нас здесь картина вырисовывается похожая, как было летом 2021 года. Мы видим сильнейшую медвежью свечу, красную, поглощение. И потом еще одна свеча, такая вот неопределенности, или волчок. Аналогичная ситуация у нас и здесь, смотрите. Сильнейшая свеча поглощение. И потом еще свеча волчок, которая берет свое начало вплоть с 95 тысяч долларов. Так, что у нас было по коррекции за всю вот эту вот историю? Давайте-ка мы посмотрим. Коррекция у нас здесь составила 30%. Но в 2021 году была коррекция 50%. Тут уже 30%. И ситуация похожая, как это было летом 2021 года. Вот у нас был импульс роста. Правда, у нас здесь была волна альт-сезона. Потом ушли на коррекцию. И разворот. Летим вверх, продолжается альт-сезон. Тоже у нас была волна роста. Уходим на коррекцию без альт-сезона. Может быть такое, что у нас апрель откроется зеленый. И будет еще одна волна роста вместе с альт-сезоном. Но если у нас нету альт-сезона, значит, по всей видимости, крупный игрок не завершил свои манипуляции с биткоином. И мы не видим никакого альт-сезона. По временному интервалу, в принципе, у нас еще есть запас времени, вплоть до осени 2025 года. А вот, в принципе, по доминации биткоина у нас здесь творится что-то неладное. Вот по доминации биткоина у нас творится, друзья, что-то неладное. Мы видим то, что доминация биткоина продолжает расти. Вот.
У нас доминация битка продолжает расти. Опять же 62% по доминации битка. Здесь есть сильнейший блок поддержки. Мы постоянно у него топтались и начали расти. Что по поводу того, падать ли будет доминация битка или нет, то по всем временным интервалам и расчетам доминация биткоина должна была падать где-то примерно 20 марта. Вот у меня здесь даже метка есть. И в принципе, у нас уже здесь намечалось это падение. Но мы его не увидели. И здесь уже, конечно, цикличность уже не срабатывает так, как срабатывала, допустим, в прошлом цикле. Но может быть такое, что у нас циклы растягиваются, и этот цикл растянули на 1,5 месяца. Может быть такое, что в апреле у нас начнет падать доминация биткоина. Также мы можем посмотреть на месячном. То, что у нас никогда такого не было в этом цикле. Смотрим. Раз зеленый месяц, 2, 3, 4. 4 подряд зеленых месяца. И по всей видимости крупный игрок уже так отмурыжил всех. И он это специально делает для того, чтобы люди просто вышли в убыток. Может кто-то в ноль покинули рынок. Но мы можем увидеть то, что у нас здесь подряд было 4 месяца зеленых. На истории в 2021-2025 год еще такого не было. Здесь у нас 3 месяца подряд зеленых. Здесь 2 месяца, 1, 2 месяца подряд зеленых. Здесь 2 месяца подряд зеленых. 2 месяца, 2, 2. Ну 4 месяца подряд такого еще не было. И это, по всей видимости, первый раз в истории за эти 5 лет, когда у нас доминация биткоина была в безоткатном росте подряд 4 месяца. Это как раз, смотрите, декабрь, даже не декабрь, в декабре мы все, ну да, декабрь, январь, февраль, март. Да, декабрь, январь, февраль, март. 4 подряд месяца. Декабрь, январь, февраль, март. 4 подряд месяца. Вы себе представляете? Я думаю, что уже апрель будет у нас здесь потихоньку красный. Снижение будет все-таки. Дай бог, дай бог. Фитиль у нас был поставлен вот буквально в феврале месяце. И может быть такое, что март у нас закроется, пускай зеленым, но апрель уже, я думаю, будет красным. Потому как 5-й месяц красный, ну такое это вообще просто капец. У нас было, конечно же, в 2019 году 1, 2, 3, 4, 5 месяцев зеленых. 5 зеленых месяцев было. Ну, это у нас было дно медвежьего рынка. Вот что. Здесь было 4 месяца в 2018 году. Это тоже было дно медвежьего рынка. Посмотрим, как у нас будет апрель по доминации. Но я думаю, надеюсь, что уже здесь мы подошли к этой ключевой точке. И по временному интервалу мы подошли, что где-то уже здесь мы должны падать. По поводу доминации биткоина. Также, если посмотреть на дневку, что у нас здесь происходит, то в прошлом цикле, в 2021 году, мы уже конкретно падали. Вот у нас синий шаблон бары. Смотрим. Вот у нас халвинг биткоина. Синий шаблон бары это 2020-2021 год. И мы видим то, что здесь у нас в прошлом цикле мы уже знатно падали. Смотрите. Вот у нас как раз халвинг биткоина. Проходит 330 дней. После халвинга биткоина. Вот у нас 330 дней. Это как раз у нас припадает на 15 марта. И мы начинаем падать. Вот как раз я поставил вот эту вот метку. И мы начинаем падать по доминации биткоина. Знатно. И в этот момент мы видим хороший альт-сезон. В этом цикле мы этого не видим. Мы наоборот видим рост доминации биткоина. Альта просто слабо. Я не знаю, может быть такое, что у нас уже цикличность здесь ломается. Так, нужно закинуться кофейком. Может быть такое, что цикличность ломается.
и мы уже не увидим никаких альтсезонов, но у нас еще, в принципе, по временному интервалу в пределах все нормы. Если цикл растягивается на 1,5 месяца, то падение доминации мы можем увидеть где-то в начале мая, если цикл растянулся на 1,5 месяца. Также 520 дней после халвинга биткоина у нас припадает на конец сентября 2025 года. За этот период времени мы можем много чего увидеть. И здесь у нас остается, смотрите, еще 182 дня. Ну, грубо говоря, 200 дней. За эти 200 дней мы должны увидеть какое-то изменение на крипторынке. Если мы этого не увидим, то ну просто трэш. Просто трэш. Значит, нас всех обманули и все. Но биток должен, конечно же, в апреле дальше продолжать расти. Ему не нужно падать. Это будет самый негативный сценарий, если мы начнем падать. Тогда мы не увидим никакого альтсезона, скам всех проектов, скам всех альткоинов, скам эфириума. И все, в принципе. Вот так вот. Но я надеюсь, что это у нас не произойдет. Не для этого, по всей видимости, этот рынок создавали, для того, чтобы его скамить. Просто-напросто большое количество людей засело в крипторынке. Все хотят бесплатно деньги получить. Все хотят стать миллионерами. И крупному игроку тяжело стало. Ему нужно максимально всех вытряхнуть. Притом у нас у власти очень хитрожопый Трамп стал. А Трамп, как мы знаем по истории, он всегда делает дампы. У нас был корона-дамп, у нас был Трамп-дамп в августе, у нас был Трамп-дамп в феврале. Так что, друзья, набираемся терпения с этим гребаным Трампом. Я думаю, что здесь заработают только терпеливые на этом крипторынке. Что у нас по криптобаблсу? Ну что, у нас все красное. Опять же, все красное. Вот у нас скоро будет 2 апреля. Там у нас опять будут принимать пошлины. Трамп будет принимать пошлины. За месяц вообще альткоины укатали конкретно. Просто конкретно укатали. Что у нас по комментариям? Новые комментарии. Давайте-ка мы посмотрим новые комментарии. Хомяк нынче стал умный и просадок уже не боится. Вот, наверное, поэтому у нас так все плохо. Тянут кота за яйца, потому что только так можно хоть как-то это заставить ритейл скинуть набранные монеты. Я в сфере обслуживания работаю и реально как-то туго сейчас. У людей денег поубавилось. Не у всех, конечно, но сравнительно с прошлым годом. Интересно, в какой ты сфере работаешь? Так что кто терпит, тот заработает профит. В принципе, в какой ты сфере работаешь, напиши, было бы интересно. Я тоже, в принципе, работаю в сфере обслуживания людей. Я занимаюсь ремонтами. И да, денег, конечно же, поубавилось. Бабла не очень стало много. Так, интересный комментарий написал человек. И вообще по статистике, если даже посмотреть, то март он всегда был негативный. Даже по работе. Не говоря уже о криптовалюте. Кстати, криптоэнтузиасты, тут большое количество ботов есть. Я их, короче говоря, банил, этих ботов. Ну, тут смотрите, они уже такие наглые, что начинают писать с разных аккаунтов. Я их, короче, банил. Вот так вот, заблокировать пользователя. У меня уже большое количество пользователей заблокировано. Там, наверное, с этими ботами. Ну, просто заблокировано человек так 300. Я просто устал их банить. Не хочу с ними бороться. Но вы имеете в виду, что это боты. Это скамеры. Не переходите ни по каким ссылкам. Никакие там сид-фразы кошельков не вводите. Потому как это скам. Не нужно на это вестись. В принципе. Есть у меня телеграм-канал. На данный момент у нас 5000 подписчиков. 5400 подписчиков в ютубе. А в телеге только 400 подписчиков. Что это такое? Я не понял. Все актуальные новости, все мысли по рынку я быстро вылаживаю просто-напросто в телеге. Кому интересно, подписались в телегу. Что такое? Нужно поддержать телегу автора канала. Ну ё-моё, я вас поддерживаю. Каждый день выпускаю ролики. Сижу вместе с вами в рынке.
мурыжат меня вот это, мог бы выйти еще в декабре. По вашим просьбам остался в рынке, потому как нужно дождаться пика бычьего рынка. А вы не хотите поддержать мою телегу? А ну быстро все поддержали телегу, либо, блин, скоману всех к ядроне бабушки. Удалю нафиг канал. Ну, если так сказал, то так и будет. Клоуна мне здесь он тут влепил. Ты смотри-ка на него. Ну, я тебе лайк поставлю, но сердечко не поставлю за счет смайлика клоуна. Да не, ну реально. Ты хочешь, может, клоуна мне и ставить, но я тебе реально говорю. То, что биток. Вот здесь вот у нас уже на недельке показал индикатор сигнал. Мы можем, конечно, лой не обновить. Прийти на ретест уровня вплоть даже до 80 тысяч долларов. И в дальнейшем рисовать здесь разворот. Март у нас заканчивается. Начинается у нас апрель. Апрель зачастую, ну, более-менее положительный для крипторынка. И, конечно же, тут у нас подвозят новости пошлины Трампа. Все опять думают, что будет негатив. Они могут развернуть рынок. Вот. Также, что у нас по статистике? По статистике, давайте-ка мы посмотрим статистику. Кстати, можно пообщаться с криптокотлетой. Давайте проведем вечером стрим, пообщаемся с криптокотлетой, зададим ей вопросы, которые вы хотите узнать с чата. Вы напишите в чат, да. Напишите в чат вопросы, я ей задам эти вопросы. Посмотрим, что она нам скажет. Кстати, у нас самый максимальный квартал был по эфириуму в 2018 году. Сейчас уже, смотрите, мы подобрались к отметочке 46. Буквально менее 1%. Мы закроем самый негативный квартал по эфириуму. Ну это, блин, просто скам. Я просто в шоке. Я надеюсь, что следующий у нас будет квартал положительный, потому как, ну, это просто трэш. Вы себе представляете, как так получилось? Прикормка была вообще шикарная в 2021 году. Все блогеры твердили то, что крипта у нас это будущее, у нее дефляция, а доллар у него инфляция. Доллар скам. Но мы видим обратное. За 4 года, вот уже скоро будет 4 года, через месяц, когда я в рынке, то я увидел обратное. С этого рынка просто так деньги ты не унесешь. Просто так деньги ты не унесешь. Это просто трэш. Это просто трэш. Это просто трэш. Биткоин. Март самый негативный. Но март зачастую по статистике, смотрите, не ахти. У нас, в принципе, и так 21 год март был положительный, 22, 23, 24. Март у нас зачастую всегда был негативный. Вот когда март был негативный, за исключением только 15-14 год, дальше у нас, в принципе, по статистике апрель был более-менее позитивный. Но еще в 24 году у нас апрель был негативный. Но это после халвинга битка там допускалось, конечно. Выводят бабки с рынка и все. Через споты биткоин ETF выводят постоянно с рынка деньги. Не нужно уже переливаться в альткоины, не нужно делать никакие альт-сезоны и все. Вот для этого спотовый биткоин ETF и есть. Да, надеемся, что будет апрель у нас более-менее. Но, блин, это просто трэш. Это просто трэш. Трамп хитрожопый козел. Так и говорю ему напрямую. Доминация биткоина у нас не падает. Сегодня у нас дневка открывается чуть-чуть красненькая. Посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так вот. Давайте, наверное, подведем итоги. Вечером запилим стрим. Стрим мы запилим, наверное, после 6 часов вечера. А если быть поточнее, это будет, наверное, в 19:00. Я сделаю свои дела. Пообщаемся с криптокотлетой. Как говорили в Сталкере. Заходи, пообщаемся.
Пообщаемся мы с криптокотлетой, подведем итоги, посмотрим, как у нас будет закрываться март месяц. Ну, март месяц закроется, конечно же, ночью, в 12 часов ночи, но мы до 12 не будем сидеть. Ну, пару часиков посидим, посмотрим альткоины, посмотрим индикаторы, что у нас там показывают. Также в комментариях просили посмотреть некоторые альткоины, посмотрим с индикаторами, их пообсуждаем. Вот так вот. Да, рынок вообще полная какашка, сразу можно так сказать. На рынке ничего интересного не происходит. Всех загоняют на фьючерсную торговлю. Вот мне один из подписчиков написал буквально на выходных. Он зашел в лонг по риплу в диапазоне $2,5, и у него ликвиднет, наверное, весь деп. В обеспечении он поставил спот. $100 тысяч, криптоэнтузиасты. $100 тысяч. Человек пошел на большие риски. Это просто трэш. За неделю. Вот смотрите, здесь он зашел в лонг. Сейчас у него здесь конкретная укатка. $100 тысяч в обеспечении спота. Аналогичная ситуация, как было с флажком. Насмотрелся тоже каких-то блогеров там. Они ему твердили, говорили то, что у нас будет рост. И решил он зайти в лонг. Ну, я тоже говорю то, что будет рост. Потому как без роста мы не увидим никакого альт-сезона. Ничего мы не увидим. Но я не говорю, что нужно заходить на фьючерсную торговлю. Если даже вы заходите на фьючерсную торговлю, нужно строго соблюдать риск money management. Это стоп. Обязательно ставить стоп. На фьючах сидеть на изолированной марже. На тот капитал, который вы готовы потерять. Для этого нужно выделить какую-то там $1000, $100, там $200, но не более. А он просто-напросто не соблюдает риск money management. Зашел без стопа. Зашел на всю часть капитала. Притом в обеспечении полностью всем портфелем. И съедает его, короче говоря, депчик. Но мы надеемся, что у нас апрель будет положительный. Развернут, конечно, рынок. Но так как я сам тоже неоднократно сидел на фьючерсной торговле, то не так просто сделки в минус, конечно же, прикрыть. Во-первых, по психике очень тяжело. Во-вторых, если тебя загнали в минус, то манипулятор, такое ощущение, что он вроде бы видит твою точку ликвидации и просто тянет туда цену, и все. Несмотря на то, что даже какой-то там инструмент фундаментальный ты выбрал, все равно тянет точку ликвидации, и все. Если вы хотите на фьючах лудоманить, то желательно лонговать или шортить только биткоин. Только биткоин. Никакие альткоины не брать вообще на фьючи. Зашел только на биток. Все. И обязательно ставить стоп. Без стопа на фьючах нечего делать. И только изолированная маржа. Вот, в принципе, вот так вот. Сейчас я не знаю, как этот человек выберется, но это просто трэш. Он накапливал свой портфель, накопил там на 100к, и тут напоследок зашел в XRP, в лонг. Ну, Ripple уже, не знаю, это просто трэш. Я не знаю, как, надеюсь, конечно, что Ripple еще покажет движение, там, диапазон $2,5, чтобы он хотя бы вышел в ноль с данной ситуацией. Это на фьючах. Вот, в принципе, большинство людей теряет. Вот таким макаром все теряют. На пике бычки выйдут только избранные. Вот смотрите, мурежило, человек зашел в лонг, думает, нечего на рынке делать, нету альт-сезона, займусь я фьючами. Вот напоследок зашел на фьючи. Сейчас будет ликвидация всего депозита. Не дай бог, будет ликвидация всего депозита. И получается, что он медвежку просрал, бычку просрал, потому как у него ликвидация. А почему ликвидация? Смотришь разных блогеров, они там говорят, вот сигнальные индикаторы, бери, переходи по моей ссылке. Биткоин адепт. Это ж не секрет. Блогер есть биткоин адепт. Расскажу вам. Обычный человек, тоже такой самый, как и я, раскрутил себе YouTube,
взял индикаторы, это бесплатные индикаторы, их можно взять на TradingView. Просто-напросто их переделываешь, название, туда-сюда, исходный код переделал, переписал и все, вроде бы как они твои. Эти индикаторы, они бесплатные, но они вроде бы как твои. И ты начинаешь шилить людям, начинаешь шилить эти индикаторы. Переходи по ссылке, стань моим рефералом, будут тебе индикаторы, будет тебе то, все. Люди начинают верить в эти индикаторы, а индикаторы показывают постфактум. Вот что у нас по биткоину показывает, да? Хэш Ribbon. Есть сигнал на покупку, и мы видим дальше падение. Человек думает, что у нас есть сигнал на покупку, встает в лонг с максимальным плечом, и тут уже идет бритва его. Но после того, когда индикатор дает сигнал, идет всегда еще коррекция. И вот, он не в курсе этого всего дела, влетает на всю котлету в лонг, и вот тебе, пожалуйста, результат. Ликвидация твоего портфеля. Вот теперь напиши претензии тому блогеру, по которому ты, допустим, зашел в лонг, он же тебе там порекомендовал, ну, тебя блогер этот забанит, и все. Не ведитесь на всякую чухню. Не ведитесь на всякую чухню. Вы потеряете свой капитал. Максимум на крипторынке что делать, это спот. Для того, чтобы заниматься фьючерсной торговлей, нужно быть трейдером. Трейдером нужно быть. И трейдеры видео не снимают в ютубе. Они не снимают. Они не тратят свое время на обзоры рынка там. Они занимаются сейчас рынком. Они зарабатывают на рынке и вытягивают с рынка деньги. Вот через спотовый биткоин ETF вытягивают деньги. А хомякам, таким как я и вы, раздают альткоины. И все. Нужно быть трейдером для того, чтобы заниматься фьючами. И как раз вот кто попадает? Новички, зашел в лонг, все, даже не знает, как стоп поставить, зато он знает, как в лонг зайти, потому как он увидел, что там индикатор говорит, что нужно лонг, нужно типа лонговать, или в шорт нужно шортить. В итоге ликвидация, все, просто ликвидация. Зачем лезть, особенно на фьючи? Если мы зашли на крипту, не можем заработать на споте, и этот цикл показал, что сидишь ты на дистанции, ты даже инвестор обычный, ты не можешь заработать, то на фьючах ты тем более не заработаешь. Не лезьте на фьючи, ну просто сброит, смоет все. И 4 года, которые вы потратили на крипту, вы просто потеряете просто в трубу. Все. Зато смотрите блогеров, там, да, индикатор, там, buy and sell, адепт, там, покупаем, лонгуем. Да, они дают постфактум сигналы. Берегите свой капитал, не лезьте на фьючи, сброют кедрони бабушки. Сброют, и все. Вы не заработаете на фьючах. На фьючерсах не заработаете. И тот, кто даже смотрит мой канал, это смотрят обычные люди, которые, ну я не хочу говорить, что хомяки, обычные простые люди, которые только-только узнали за криптовалюту. Трейдеры, они не смотрят. Они вообще даже YouTube не смотрят. Они занимаются 24/7 рынком. У них там 8 мониторов, они это все дело мониторят, ходят лонг, шорт и все. И зарабатывают бабки, вытягивают через спотовый биткоин ETF бабло с рынка. А мы сидим, думаем, что мы тоже сейчас такие умные, залетим, в лонг, залетим в шорт, и все, мы заработаем. Нет, такого не будет. Вы просто потеряете бабки. Не занимайтесь этой ерундой. Сидите на споте, ничего не делаете. Есть возможность, докупили, усреднили. Точку входа. Будет рост, продадите, выйдете полностью с рынка, перекреститесь, скажете, ну нафиг эту крипту и все. Больше ничего не делайте. Никакие лонги, ничего. Максимум, что можно делать, это в стейкинг закинуть. И если даже хотите лонговать, изолированная маржа, заведите $100, $200, 500. Попробуйте с обязательным стопом только биток, лонг, шорт. Все. Если у вас получится, значит вы что-то уже тут научились немножко. Но нельзя завышать риск money management. Или просто сброит и все.
Вот человек буквально написал, он в субботу он мне писал, там уже апатия у него, я не знаю, 100к баксов. Фух, нема. В принципе, вот так вот. Вечером, наверное, проведем стрим, посмотрим какие-то альткоины туда-сюда, ну, пообщаемся с криптокотлетой. Не лезьте на фьючи, ну сброит нафиг. Я надеюсь, конечно же, что у нас будет бычка продолжаться, ибо эйфории еще не было на крипторынке, и кто-то заработает на этом крипторынке, но кто-то, конечно, потеряет. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи, мирного неба.